told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. Очень много улочек, которые выходят прямо на Акрополь, где открывается очень красивый вид на него. Тая у нас такой человек, все, что она видит, она хочет сразу же купить. Мы зашли в маленькую церквушку под Акрополем. Такой хороший батюшка. Спросил, откуда мы. Я говорю, из Украины, а он немножко по-украински понимает. Представляете? Короче, мама снова покупает новый чемодан, потому что у нее был еще один старый, и он сломался. Вот это мамин, а вот такой же только розовый я себе. Сейчас я вам покажу афинский староконный рынок, как у нас в Одессе. Посмотрите. Сегодня наш последний день в Афинах. Самый-самый последний, потому что... Иди сюда. Потому что завтра рано утром мы переезжаем в другой домик. Представляете, за неделю, проведенную в Афинах, мы ни разу не были на пляже. Мы просто не успели, потому что мы хотели посмотреть Акрополь, какие-то исторические достопримечательности. У нас были дни рождения, я была такая замотанная, что до пляжа мы просто не добрались. Мы выезжаем из отеля. Всем доброе утро. И вот это вот все наше, как всегда. У нас прибавляется, по-моему, вещей. И сейчас приедет моя подруга Лена, она поможет нам с переездом. Конечно, за это большое ей спасибо. И я понимаю, что это все к ней в машину не влезет, поэтому осознание поедут отдельно, наверное, на такси или на автобусе. Сейчас будем этот вопрос решать, и часть вещей заберут. Но уже что влезет, то пойдет к Лене. И я с детками с Леной, а бабушка с Асей с Даней за нами. Все, выехали мы наконец-то. Долго собирались. Лена приехала, моя, за нами. Мелкие дети с нами, а старшие в другой машине. Вот мы подъехали, здесь платная дорога, да, и Лена говорит, что мы из Украины и пропускают, да, бесплатно. Но паспорт попросили показать. Иногда просят, иногда не просят. Ну, сейчас попросили, но в основном вот всегда говоришь, что ты из Украины. Но это не везде, кстати. Если ехать на Пелопоннес, там это не работает, там нужно даже украинцам платить. А если ехать в Салоники, тоже бесплатно. И здесь по Атике тоже бесплатно. Мы уже где-то рядышком. Да, уже подъезжаем. Подъезжаем, Алиса смотрит, говорит, где наш домик? Забыла вам сказать, едем мы в Кератею. Она находится в 50 километрах от Афин. И это небольшой курортный поселок неподалеку от моря. Вон такая горочка вниз. Ого-го. Мы приехали в наш новый дом первые. Там еще хозяйка доубирает, потому что только что выехали люди. Лена заезжает, чтобы нам было удобнее чемоданы вытащить. И вот наш хозяин, его зовут Ставрос. Хочу обойти вокруг дома и показать вам. Идем, качелька. А здесь у нас море. Видно море, цикады трещат. И вот наш такой балкончик. И с этой стороны можно зайти тоже. А здесь Тая стонет, не может выбрать, в какой комнате она будет спать. Весь наш дом или только половина? Это будет весь наш дом. Нравится вам? Сейчас приедет Ася с Даней. И вот так вот заходим. Здесь получается 2 спальни. Пока они у нас в гостях, я думаю, что мы им выделим вот эту комнату. Ее очень хотела Тая, но Таю мы сюда положим, когда они уже улетят, ребята, в Германию. Вот, мне здесь вообще очень нравится, ну классно. Дышится легко, море видно, выход на балкончик. Цикады трещат, в общем, такое, это мой рай после всех этих отелей. Пойдем посмотрим вторую, и потом поищем с тобой черепашку, хорошо? Идем. Вот здесь вот вторая комната, такая в оранжевом стиле. Здесь, наверное, пока поспим бабушка и я с Алисой, и с Таей, ну как-то так. Вот. Мне такое ощущение, что цикады трещат громче, чем я говорю. И Алиса про черепашку кричит. Вот. И идем сейчас еще зал покажу. Здесь есть кабинет, где я,
буду монтировать для вас видео. Потому что последнюю неделю в связи с днями рождения я ничего не делала. Но вот сегодня начну. Собираюсь, по крайней мере. Идем. В этом месте я поставлю себе ноутбук Алиса. И Алиса сюда заходить не будет. Пошли, посмотрим, что еще в той большой комнате. Она черепашка живет где-то на улице, наверное, мне кажется. В этом доме все сделано с душой. Каждая мелочь, каждая деталь. Все просто дышит уютом. Именно в таком доме я бы хотела жить. Вы заняты делом, да? Катаемся на этой обалденной качельке. Боже, ты сама катаешь тетю Лену, да? Мы только что делали. Скажи маме, что мы делали? Мы искали черепашку. Нашли? Мы, я думаю, что еще здесь их встретим с тобой, да? У нас есть кухня. Хозяин Ставрос оставил тут фрукты детям. Вообще все замечательно. Плита здесь мы будем готовить. Все кухонные принадлежности. Вообще в этом доме, мне кажется, есть полностью все необходимое. Я даже вот не могу сказать, чтобы здесь был какой-то минус. Его просто нет. Боже, нам даже оставили продукты, оставили хлеб, яйца. Лена, посмотри. Сегодня в Греции большие праздники и выходные дни, и поэтому все магазины закрыты, закрыто все. Я очень сильно переживала, чем кормить детей. Думаю, еды нет, а внизу на набережной таверны, ну уже думала, пойдем, если что, в таверну, и может быть там покушаем, пообедаем и закажем с собой. И вот представляете, подхожу я сейчас к холодильнику, открываю холодильник, и нам хозяева просто оставили продукты, оставили хлеб, яйца, колбасу, молоко. Потому что выходные, чтобы мы покушали, чтобы я деток покормила. Просто вот представляете, какие люди замечательные. Сейчас напишу ему в Вайбер, спасибо большое. Приятно. Вот, Ася приехала наконец-то. Они немножко заблудились. Нравится тебе? Да. У нас здесь очень классно. Выходи на веранду. Правда классно? А хочешь, я вам покажу, какую я вам комнату у Таи урвала? Тая не хотела отдавать. Проходи туда. Это будет ваша комната на время, пока вы здесь. Вот. Здесь будете спать вы. Классно? Вообще на фотографиях не похоже. Хозяин просто настолько классный человек, ты не представляешь. Все рассказал, все показал. А мы, короче, едем по этим дорогам, я думаю, где тут вид на море, что это вообще Я тоже сначала испугалась, но здесь очень хорошо, мне прям нравится. дороги на море. Мы с Леной решили проехаться по набережной, посмотреть, что тут вообще есть. Поселочек маленький, но очень такой какой-то уютный, как по мне. Я его вам очень подробно покажу в одном из следующих выпусков. Весь наш дом наполнен вот такими вот красивыми картинами. Все в одном стиле. И оказывается, мама сказала, что это родственник самого хозяина, их пишет и продает. То есть все вот эти картины и более можно купить. Я захожу, а тут кто-то прячется уже, в шкаф лезет. Там подушки, Алиса. Я собираюсь сесть, поработать здесь. Цикады. Там дети кричат, здесь цикады. Я узнала, что в этих тумбочках есть различные предметы, как фломастеры, карандаши, скотч, клей, поэтому пока мама не села сюда монтировать видео, я могу тут что-то сделать. Ты рисуешь? Ты можешь взять карандашики и вот здесь за столиком сесть. Буквы пишешь? Молодец. И можешь здесь сесть за столиком и здесь рисовать, хорошо? Ветерок такой, ветерок, прохладненько, хорошо. Когда терраса в тени. Я просто балдею от этого вида на море. Так красиво здесь.
ракушки, Алиса, да? Нет, открывать нельзя. Очень красиво. Сейчас я могу искренне сказать, что это дом моей мечты. Я не хочу отсюда никуда уходить. И я хочу следующим летом, я же в первый день, я уже думаю про следующее лето. Следующим летом хочу сюда приехать на месяц со Ставросом, с хозяином созвониться и забронировать реально заранее. Вот, и побыть здесь с детками, с мужем целый месяц. А сегодня на море мы не пойдем, будем просто отдыхать дома. А завтра уже с утра покажу пляжи вам. Также нам сказали, что на следующее лето тут собираются поставить бассейн. Вот тут вот в этой части. И там еще идет ремонт на первом этаже. То есть там будет тоже или вместе сдаваться дом, или на первом этаже отдельно будут приезжать люди, и на втором. Еще хочу сказать Лене, я сегодня уже 2 раза говорила огромное спасибо, что она помогла нам переехать, потому что вещей было очень много, это тяжело. И Лена приедет к нам на днях. Здесь есть внизу зона барбекю, я вам ее потом тоже позже покажу, уже когда Лена вернется, и будем жарить шашлыки. Шашлык я последний раз ела, наверное, еще в Карпатах зимой на Новый год. Ку-ку. Кто-то у нас купи-купи делает. Она захотела купаться, я упала в него. Классная ванная здесь очень в этом доме. Открыла им окно, потому что душненько. Сегодня просто отдыхали весь день. Вечер, смотрите, как красиво, так тихо-тихо. Ветер стих. На набережной уже зажигаются огни.